многоквартирном доме проживает какая-то странная женщина, дуник, ну и проще сказать, наверное, все-таки ведьма. Тихо, блин, она сюда идет. Ведьма в современном мире – это обычная женщина, которая внешне может выглядеть как обычная бабушка, домохозяйка или учительница. Может жить в многоквартирном доме, у нее есть семья, муж, дети. При общении с людьми выглядит доброй и приветливой, оставляя хорошее мнение о себе. Но по другую сторону, эта личность может творить злые дела, наводя порчу, сглазы и другие проклятия на людей, используя черную магию и колдовство. Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми, смотря им в глаза. Ну неужели это реально правда? Слушай, в общем, ты хочешь сказать, что твоя соседка в доме это какая-то колдунья, ведьма, которая травила твоего кота? 100%. Ну слушай, это, наверное, надо все-таки проверить, так ли это или нет, и покажешь, где она живет. Всем привет, друзья, с вами Женя. В общем, как обычно, ребят, сегодняшнее видео в двух словах. Мой оператор, который сейчас снимает меня, она не любит показываться на камеру, но смысл таков. Она утверждает, что в ее доме, многоквартирном доме, проживает какая-то странная женщина, колдунья, как она говорит. Ну и проще сказать, наверное, все-таки ведьма, которая ведет себя очень странно, навела порчу на своих соседей, которые живут все на одной лестничной площадке. Но более того, она поведала мне о том, что она отравила всех кошек в доме, включая ее любимого кота. Сейчас мы поедем к ее дому, подойдем к ее окнам. Она, кстати, живет на первом этаже, правильно? Значит, смотрите, ребят, сейчас мы решили провести такой небольшой эксперимент, а именно по привлечению. Для этого нам понадобится привлечь какую-нибудь кошку или собаку, но в данном случае, наверное, все-таки кота. А сейчас заедем в магазин, купим какой-нибудь корм. В общем, смысл таков, этот корм мы прямо положим, насыпем около окна первого этажа этой самой ведьмы. Будет ли она вообще как-то реагировать на это или нет, увидя то, что под ее окном сидит кошка. Не волнуйтесь, в случае чего, конечно же, мы не дадим в обиду кота и посмотрим, что будет происходить. Так, ребят, сейчас надо найти корм где-то для животных, для котов или собак. Пойдемте, корм для котов или для собак. Так, в общем, ребят, сейчас мы приехали к дому, и реально этот район находится практически на окраине, не практически, а на окраине города, реально. Я не вижу вообще, чтобы ходили сейчас люди, уже, достаточно еще не сказать, что прям позднее время, но просто отшиб, старые дома, несет вообще какой-то лес. Так, вон они окна, да? Так, я вижу, там горит свет, да? Действительно, вообще не видно нигде кошек, ни одной. А вот, слушай, вот какая-то кошка.
Какой-то шуганный. Так, что, ребят, купили такой вот корм. Сейчас, где ее дом находится? Вон там. Так, где ее находятся окна? Слушай, сейчас... А мы приезжали, свет горел, а сейчас, по-моему... Она отключила, да? Подожди, что-то не вижу отсюда. Тихо, сделай потише немножко свет, не такой яркий. Так, это окно, да? Ребята, значит, сейчас насыпем прям под ее окном корм, посмотрим, будет ли что-то происходить или нет. Если какая-то кошка подбежит, сами отойдем чуть-чуть туда подальше. В общем, посмотрим. Так, ладно, все, корм. Значит, несет, насыпали, пойдем. Сейчас сами отойдем чуть подальше. Давай здесь станем. Так, ладно, нам... тихо, подожди, он, по-моему, какой-то кошак подбежал, нет? Слушай, сейчас если кто-то нас увидит со стороны, что мы наблюдаем за за кошками, сочтут нас за каких-то придурков. Так что, ребят, стоим уже где-то, наверное, минут 10, вообще никаких движух. Вот сейчас, вот буквально где-то минуту назад, мне прям отчетливо виделось, как будто прямо за шторкой, короче, видно была тень, что... Что там, ни хрена нет. В общем, за шторкой сейчас была какая-то тень. Ну, понятно было, что это когда подошел какой-то человек, она не отодвигала шторку, а стояла прямо около нее. У меня реально мурашки пошли по коже. Слушай, да, там реально... Блин, мне сейчас кажется, короче, что видишь, нет, как будто она стоит прямо около шторки, блин, или это так отсвечивает, я не пойму. Может, это тень от телевизора? Блин, она, по-моему, она двигалась. Слушай, сейчас вообще исчезла. Или это расфокус камеры? Нашел вот такое вот зеркало в интернете. Смысл такой, что если посмотреть через него, то в окне можете увидеть реальных демонов. Если посмотрите в окно ведьмы, сейчас попробуем каким-то образом подойти поближе к ее окнам и поснимать, точнее, через зеркало. Это, конечно, вот так вот люто, смотри, ночь такая, мы снимаем прямо около детской площадки. Это, конечно, вот так вот люто, смотри, ночь такая. И знаешь... Тихо, тихо, тихо. Это кто-то курит там стоит, да? Так, ребята, вон и окна сейчас. Ты знаешь, вот в окне такое ощущение, как будто... Блин, какой-то силуэт. Особенно вот так вот в дальнем. Что это такое? Я сейчас... Стоит мне смотреть. Я не пойму. Стоит кто-то, да?
чувствую, что она прям стоит сейчас и смотрит прям сюда, в нашу сторону. А, я понял, ребят. Короче, блин, там работает телек, и периодически же меняются цвета, и в какой-то момент была прям тень какая-то, наверное, телевизора, и это показалось, как будто стояла какая-то реальная тень, блин, охренеть. Тихо, тихо, где-то орет кот. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, давай, если сейчас, может быть, получится где-нибудь там найти кота. Слышишь, где-то там, да? Так, вроде отсюда он орал, да? Есть кто? Слушай, я что-то боюсь бомжей, блин, реально тут. Здесь какой-то запах. Ну-ка, поснимай там. Что-то показалось. Тихо, это, блин, это. Здесь, блин, кот орал, по-моему, откуда-то отсюда, но что-то ни хрена. Я никого здесь не вижу. Так, нет, пойдем. Здесь нет никого. Пойдем еще подойдем туда. К сожалению, даже банально не получилось найти кошку, но сейчас попробуем, значит, что мы сделать? Провести кое-какой один эксперимент на такой случай. Проверенные способы по проверке нечистой силы. Как вы думаете, что это такое? Все правильно, это святая вода. По поверью, если возле дома ведьмы разбрызгать святую воду, можно услышать какой-то или вой, или стон ведьмы, потому что они не переносят ничего, соответственно, святого. Но это якобы работает, если это сделать днем. Днем, значит, силы всяких там ведьм, колдунов, вампиров и тому подобное, значит, всякая нечистая сила не могущественна, она не может ничего делать. А типа ночью, наоборот, это никак на них не влияет. Сейчас как раз такие практически уже ночь. Если вдруг я начну там, брызгать эту воду прямо около, я не буду на окно это делать, прямо около там. Если начну брызгать, значит, воду, и ты увидишь издалека, потому что мне, может быть, не видно, ты увидишь издалека, что она выйдет в окно. Короче, мне прям так вот фонариком, или стробоскопом мне вот так вот, подашь сигнал. Тогда я быстро оттуда убегу, отойду. А так, в общем, лучше держаться, действовать такого плана, чтобы держаться друг у друга на расстоянии. Так, ладно, давай сейчас подойдем немножко поближе, и с вот этого ракурса сейчас я пойду туда, она тебе сразу фонарик. На себе. Смотри. Иголка в дереве, да? Ребят, только не подумайте, что это делали мы. Смотри, тут даже... смотри. Видно, что оно уже воткнуто давно. Просто чисто по кончику. Тут уже даже ржавчина пошла на кончике. Так, смотри, значит, смотри, я сейчас отойду. Прям если что, вдруг прям сразу включаешь этот самый... Делаешь мне так несколько сигналов. Я отбегаю. Если вдруг там что-то... я не думаю, что там будет что-то происходить. Держи. Так, ладно, ребят, сейчас... она меня снимает. Сейчас отсюда я подойду. Сейчас чуть ближе. Вместе с водой. И туда спустить. Стой, короче, здесь прямо около дерева. Если что, то подашь сигнал. Весьма очень-очень такой негативный район, я бы сказал.
кто-то идет, какой-то мужик. Так, ну что там, просто так разгрузок. Ребята, это, конечно, глупости, но... Ничего, да. Тихо, тихо. Ребят, сейчас или мне показалось, или... Звук был не с квартиры, а такое ощущение, как будто откуда-то из-за угла. Такое ощущение, как будто вот... Реально она загнала, блин. Твою мать. Сейчас, короче, только что я буквально зашел за угол, там кто-то стоял. Там не видно было на камеру это. Я только что захожу за угол. Короче, тишина полная, ни шагов, ничего не слышно было. Ну это на самом деле реально так. И знаешь, прямо я так сейчас за угол захожу, и прям такая дверь. То есть она вот дверь так вот приоткрытая, и такая то есть как будто она стояла там, смотрела вот так. Она вышла из окна, да? Охренеть просто. Блин, мне сейчас мурашки по коже, ребята, охренеть. Блин, мне такое ощущение, как будто правда она стояла там за углом, смотрела, что там делают с этой святой водой. Там не вой был, а знаешь, типа такое ощущение, как вот такой, типа какое-то мучение, или стон, хрен пойми что. Но это было не не в окне, ну не в квартире, а вот прям за углом. Как будто она там стояла. Примечательно то, что это не было, блин, хреново, это не было видно на камеру. Так, слушай, знаешь что, у меня, короче, еще есть старый добрый диктофон. Сейчас давай попробую еще подойти к ее окну. Так, все, короче, я включил запись.
такое ощущение, как будто хрип. Хрип это может быть вызвано тем, что это уже старый, очень старый, древний практически диктофон, и он может издавать такой искаженный звук. Так, слушай, давай, короче, сейчас, знаешь что, зайдем, посмотрим, что там делается вообще в подъезде. Может быть, она там рассыпала какую-нибудь отраву, или вообще подойдем к ее двери, посмотрим, может, какие-то будут знаки, хрен узнает. Знаешь, обычно, видимо, пишут, там рисуют какие-то иероглифы. Ну там, да? Вот там, да. Два считается такой тоже, ну, весьма типа негативной цифрой. Слушай, может постучаться туда? Какие-то движухи, я слышу там что-то, какие-то движухи 100%. Что это нахрен? Я как будто, знаешь, что-то делает там. Охренеть. Мне сейчас сердце выскочит. Блин, я сейчас понял, как с детства то же самое ходила какая-то бабка, ведьма, только она делала вот так вот. Подожди, знаешь, у меня сейчас такое ощущение, как будто... Тихо там. Что, дверь хлопнула, да? Ребят, там сейчас только что хлопнула дверь. Ёпта, это не ее дверь случайно. Тихо, тихо, давай сейчас. Подожди. А по-моему, сейчас очевидно, что хлопнула дверь именно у нее в квартире. Но иначе больше негде. Мое мнение такое, что это не ведьма. Это не ведьма, а просто какая-то бабушка, скорее всего, с какими-то психическими заболеваниями. Ну, человек в возрасте, и поэтому что-то, наверное, немножко не в порядке с головой. Ведьма, ну, не будет, наверное, так себя вести, да. Она реально вышла и просто стала около своей двери, начала там что-то делать. Тихо, тихо, это не она вышла. Тихо, блин, она сюда идет.
Походу она пошла, да? Или нет? Блин, куда она пойдет, а? Сейчас, подожди. Только что сейчас вышла из подъезда и куда-то направилась в сторону, в общем, туда. Дальше там вообще идет окраина города. Сейчас зайдем посмотрим в подъезд. Точно ли это? По-моему, она. Свет не горит. Слушай, пойдем сейчас пока. Короче, сейчас посмотрим. Пошли посмотрим, куда она пошла. Проследим. Ну что, ребятушки, так и не смогли мы ее догнать. Она куда-то просто свернула, и ее просто испарился след. Вероятнее всего, надо было сразу, как только она вышла с подъезда, начать за ней следить и посмотреть, куда же она пойдет. Ну а что, ребятушки, сейчас будет вторая часть этого видео, совсем другая история, поэтому не переключайтесь и обязательно досмотрите это видео до конца. Друзья, вы когда-нибудь слышали о доме без окон и дверей? Можете себе представить, что такое реально есть. Но сейчас я покажу вам это место. Я, честно сказать, я его еще не видел сам, но мне скидывали фотографии странной заброшки, находящейся на окраине деревни. Она находится на возвышенности. Ее уникальность состоит в том, что практически нету вообще ни дверей, ни окон, ничего. То есть для чего она была построена, хрен его знает. Сейчас мы отправляемся в это место и посмотрим сами, что же там действительно за такое странное строение. Как обычно, ни одной встречной машины. Только что проезжали кладбище, ребята. Так. Куда же ехать дальше, а? Безлюдное место вообще. Какое-то недостроенное здание стоит. Какой-то даже магазин еще здесь есть. Здесь вот прям дом стоит и... Так, подожди, куда же дальше ехать? Нет? Так, правильно поехал. Там на холме горит свет, видишь? Там вдалеке. Это дом. Так, эта заброшка должна быть где-то здесь вот на окраине. Дальше придется идти пешком, потому что дорога заканчивается вот прямо на этом месте. Так, ребят, дальше на машине не получится проехать, потому что дороги просто-напросто нету. Здесь вот идет уже заросли трава, наверное, с мой рост точно. Придется пробираться сквозь нее. Тихо. Я слышал, вот там что-то.
Ну реально сейчас я говорю. Ребят, как будто вот сейчас только что подъехали. Два момента. Реально страшно. Блин, так листья полетели, смотри, смотри. Смысл такой, только что кукарекал петух. Насколько я знаю, это происходит только утром, а когда это делается ночью, ну то есть когда он орет ночью, это знак якобы нечистой силы, ребята. Блин, у меня сейчас вот такое, знаете, смутение некоторое. И постоянно сейчас кажется, что вот там кто-то, блин, такое ощущение, вот кто-то шкирится в кустах. Ребят, находясь в такой атмосфере, вот реально, может быть, преувеличишь, спору нету, но действительно, я сейчас не один, а оператор тоже слышала, что вот там вот в кустах несколько раз, причем, значит, такое ощущение, как вот так вот, да? И замер. Раз, замер. Действительно, вот кто-то лежал. Прям притоптана вот так вот трава. И вот здесь вот тоже. И здесь как будто что-то несли, блин. Мой оператор остался в тот момент возле машины, чтобы предупредить на всякий случай, если кто-то будет идти из местных. Так, где-то тут же должен быть этот дом, а? По карте. А, вот вон он, ребят. Прямо отсюда видно крыша. Тихо. Блядь. Сука. Блин, здесь вообще какой-то участок такой полный. Вот. Странный и непонятный дом. А, нет, здесь вот... Тихо. Здесь все-таки есть одна дверь, ребята. Блин, собаки местные, нахрен. Все-таки есть одна дверь. Тихо. Что же там нахрен находится? Отсюда ни хрена не видно. Какие-то доски. Блин, там чем-то еще воняет нахрен. Для чего это здесь? Лестница. Для чего это нахрен здесь построено? Тихо. Так, какие-то разговоры.
Блин, походу место тут просто рядом прям деревья находится, смотрите. Я знаю, друзья, я прекрасно знаю, что вы сейчас подумаете и напишите, почему ты сюда не залазишь. Во-первых, там заколочено. Тихо, тихо. Алло. В смысле? Сюда идут? Ёп, сейчас подожди. Ребят, короче, там кто-то идет на машине сюда. Походу на лай собак. Видели фонарик бугра. И идут сюда. Так, ну. Они там были. В смысле, вот там? Да. Тихо, тихо, тихо. Марьян, сейчас. Не, на машине. Короче, это походу местные, они, наверное, видели, что 100% здесь, потому что идет какое-то озеро, ребят. Прямо за озером находятся жилые дома, свет, и наверняка они туда просто-напросто увидели. Короче, отсюда надо делать ноги. Блин, хреново, я хотел туда зайти. Короче, там реально дом, реально нету ни окон, ни дверей. Там одна всего лишь такая небольшая дверца, она находится вот на таком вот уровне, где-то метра, наверное, 1,5 высотой. О, нет, машина, поехала. Друзья мои, если вам понравился такой формат видео, то именно две небольшие истории. То есть, если не сложно, поставьте этому видео лайк, оставьте какой-нибудь комментарий. Всем пока, до новых встреч. Увидимся позже.